Лето 2008 года выдалось необычайно жарким. Десятилетний Андрей, как обычно, возвращался домой через парк после занятий в музыкальной школе. Солнце клонилось к закату, окрашивая небо в оттенки розового и оранжевого. В руках мальчик держал потрепанный футляр со скрипкой, предметом его гордости и постоянных упражнений. Срезая путь через небольшую рощицу, он услышал громкие голоса. Любопытство взяло верх, и Андрей осторожно приблизился к источнику звука. За густыми кустами он увидел двух мужчин, яростно споривших о чёрём-то. Один из них, высокий и худощавый, в дорогом костюме, размахивал руками. Второй, коренастый, в кожаной куртке, стоял, сжав кулаки. «Ты должен был все сделать чисто!» – кричал человек в костюме. «Теперь у нас проблемы!» «Я сделал все, как договаривались», – огрызнулся второй. «Это ты накосячил с документами?» Внезапно разговор перерос в потасовку. Андрей, затаив дыхание, наблюдал, как мужчина в костюме достал что-то из внутреннего кармана. Раздался глухой хлопок, и коренастый упал на землю. Мальчик в ужасе выронил футляр со скрипкой, и этот звук привлек внимание убийцы. Их глаза встретились на долю секунды. Андрей никогда не забудет этот холодный, пронизывающий взгляд. Он бросился бежать со всех ног, спотыкаясь и падая. Позади слышались тяжелые шаги, но страх придавал сил, и вскоре он выбежал на людную улицу. Дома Андрей, дрожа, рассказал все родителям. Отец Сергей Петрович, известный в городе адвокат, немедленно вызвал полицию. Но следователи отнеслись к показаниям ребенка скептически. «Мальчик, ты уверен, что тебе это не привиделось?» – снисходительно спрашивал пожилой следователь, листая протокол. «Я все видел», – настаивал Андрей. «У него был серый костюм и шрам на правой щеке». «Послушайте», – вмешался отец, – «мой сын не выдумывает. Нужно проверить парк». Но когда полиция прибыла на место происшествия, никаких следов преступления не обнаружили. Ни тела, ни гильз, ни следов борьбы. Дело быстро закрыли за отсутствием состава преступления. Прошло 15 лет. Андрей закончил юридический факультет и работал в крупной компании. Случай в парке постепенно стерся из памяти, превратившись в смутное воспоминание. Но однажды, просматривая новости, он наткнулся на фотографию, от которой кровь застыла в жилах. На снимке был тот самый человек со шрамом. Только теперь он занимал пост председателя совета директоров крупного банка. Виктор Андреевич Королёв, так его звали. Все эти годы убийца был на виду, строил успешную карьеру, в то время как его жертва, возможно, до сих пор лежала где-то в безымянной могиле. «Я должен что-то сделать», – решил Андрей. Он начал собственное расследование, тщательно изучая прошлое Королёва. Вскоре выяснилось, что в 2008 году исчез финансовый директор банка, где работал Королёв. Официально считалось, что он уехал за границу, но тело так и не нашли. Андрей погрузился в расследование с головой. Ночами он просматривал архивы, искал свидетелей, составлял схемы. Его жена Марина начала беспокоиться. «Андрей, ты одержим этим делом», – говорила она. «Может, стоит все оставить в прошлом?» «Не могу», – отвечал он. «Тот человек заслуживает справедливости. Его семья должна знать правду». Постепенно картина преступления становилась все яснее. Финансовый директор обнаружил крупные махинации с активами банка и готовил заявление в прокуратуру. Королёв, тогда еще рядовой менеджер, устранил его, чтобы скрыть следы преступления. Это стало первой ступенькой его восхождения к власти. Однажды вечером в дверь квартиры Андрея позвонили. На пороге стоял человек в черном. «Господин Королёв хотел бы с вами встретиться», – сказал он. «Передайте, что я не заинтересован», – ответил Андрей, пытаясь закрыть дверь. «Это не просьба», – человек показал пистолет. «Ради вашей семьи советую согласиться». В роскошном кабинете Королёва время словно остановилось. Тот же холодный взгляд, тот же шрам, только седина в волосах выдавала прошедшие годы. «Зачем ворошить прошлое, молодой человек?» – спросил Королёв, наливая виски. «Вы же понимаете, что это ни к чему хорошему не приведет». «Вы убили человека», – твердо сказал Андрей. «Докажите», – усмехнулся Королёв. «Кто поверит показаниям ребенка 15-летней давности? У меня связи, деньги, влияние. А у вас что?» «У меня есть правда». «Правда?» – Королёв рассмеялся. «Правда в том, что если вы не прекратите копать, случиться может всякое. Несчастные случаи происходят каждый день. Падают кирпичи, случаются аварии. Подумайте о своей семье». Угроза была недвусмысленной. Андрей вернулся домой разбитый и опустошенный. Марина ждала его с новостью. Она беременна.
Эта радость смешалась с ужасом. Теперь на кону стояла не только его жизнь. Несколько дней он пытался решить, как поступить. Отступить? Забыть все и жить дальше? Или продолжить борьбу за справедливость, рискуя всем? Выбор сделали за него. Возвращаясь с работы, он увидел дым, поднимающийся над их районом. Сердце оборвалось. Горела его квартира. Марина была внутри. Пожарные прибыли слишком поздно. Официальная версия – короткое замыкание. Но Андрей знал правду. Это было предупреждение. Горе и ярость затмили разум. На похоронах Андрей поклялся, что заставит Королева заплатить за все. Он понимал, что законным путем добиться справедливости не удастся. Слишком влиятелен был его враг. Месяц он готовился, продумывая каждую деталь. Собрал все документы о махинациях Королева, записал видеообращение с рассказом о событиях 2008 года. А потом купил пистолет. Точно такой же, каким был убит человек в парке. В день годовщины смерти Марины Андрей пришел в офис Королева. Охрана его знала. Он часто бывал здесь в последнее время, якобы пытаясь договориться о компенсации. «Я все-таки решил принять ваше предложение», – сказал он, входя в кабинет. Королев самодовольно улыбнулся. «Разумное решение. Я же говорил, что все можно уладить». Выстрел прервал его на полуслове. Второй выстрел Андрей сделал себе в сердце. Перед смертью он успел нажать «Отправить» на телефоне, и тысячи журналистов получили документы о преступлениях Королева и видеопризнания. История потрясла город. Раскрылись не только убийства, но и многомиллионные хищения. Империя Королева рухнула, а сам он, выжив после ранения, предстал перед судом. Свидетельство 10-летнего мальчика, которому никто не поверил, наконец было услышано. Но цена оказалась слишком высокой. 2 разрушенные семьи, 3 загубленные жизни. На могиле Андрея и Марины всегда лежат свежие цветы. Говорят, их приносит пожилой следователь. Тот самый, который когда-то не поверил маленькому мальчику. Теперь он приходит сюда каждую неделю. Мучимый чувством вины за то, что один пренебрежительный взгляд, одно неверное решение может изменить так много жизней. А в старом парке, где все началось, установили скамейку с табличкой «Правда всегда найдет путь». И иногда здесь можно услышать тихую мелодию скрипки, словно эхо далекого лета 2008 года, когда маленький мальчик с футляром в руках случайно стал свидетелем преступления, изменившего его жизнь навсегда.